Легализация каннабиса в Германии, новый виток протестов на границе с Польшей, а также ультиматум семье Навального. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Смерть начальника исправительной колонии номер 3. Какими были последние дни жизни причастного к пыткам политзаключенных? В нашей стране до сих пор преследуют за открытую поддержку Украины и подвергают административному аресту. Путин просчитался, напав на Украину. В США называют Новый год войны соревнованием Киева и Москвы и знают, что в планах Сырского. У россиян нет возможности победить Украину. У Украины, очевидно, нет возможности выбить Россию. Россия взялась за иностранцев, обещает спасение жителям Запада и фильтрацию россиян. Страх, что могут как-то меня задержать, куда-то отправить. Дорогие зрители, для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Украина напоминает оккупантам, кто в небе над Азовом хозяин. Накануне вечером воздушные силы минуснули еще один уникальный российский самолет А-50. Это второй такой сбитый борт за последние 1,5 месяца. Экипаж этой машины для российской авиации буквально штучный, а значит и на десяток таких специалистов у Российской Федерации стало меньше. Упал самолет в Краснодарском крае. Российские пропагандисты в первые часы после крушения назвали этот самолет неустановленным летательным аппаратом. В украинском офисе президента события прокомментировали коротко, буквально одним словом «самолетик», а командующий ВС ВСУ поздравил оккупантов с их Днем защитника Отечества и поблагодарил украинскую разведку за работу. Вот трудовая Армения горит, все, самолет упал или что-то, и там еще что-то взрывается, короче. Вот у нас еще за дорогой тоже упало, еще один. Ровно за 2 года войны Россия потеряла более 400 тысяч своих военных. Таковы данные Генштаба ВСУ в день второй годовщины вторжения. Западная пресса пишет о провалах и победах как России, так и Украины. Путин продолжает попытки захватить Украину, в то время как Киев ожидает военной поддержки со стороны партнеров и проводит аудит сил обороны. В одном из последних интервью Владимир Зеленский говорил, что потери ВСУ в 5 раз ниже, чем у россиян, и что сейчас Украина готовит новое контрнаступление. Кроме того, продолжит уничтожение Черноморского флота Российской Федерации. Военно-морской флот и авиация России, как мне кажется, мало чему научились. Их ВВС, даже имея все преимущества, до сих пор не добились полного превосходства в воздухе. Они до сих пор не уничтожили ни одного конвоя или поезда, который доставлял вооружение из Польши в Украину. Этот год, я думаю, будет годом промышленного соревнования. У россиян нет возможности победить Украину. У Украины, очевидно, нет возможности выбить Россию. Поэтому я думаю, что новый главнокомандующий генерал Сырский собирается использовать этот год для того, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию и выиграть время для Украины. В Украине сегодня ожидают западных гостей. Уже накануне во Львов прибыл лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер. Обещал, что поддержка Соединенных Штатов продолжится. Кроме того, Зеленский подписал очередное соглашение в сфере безопасности. На этот раз с Данией, первой страной, которая не является членом G7. Мы решили взять на себя обязательства по безопасности, которые будут действовать в течение 10 лет, чтобы Украина видела мирное будущее и знала, что может рассчитывать на Данию. Несколько европейских стран, включая Великобританию, Францию и Германию, взяли на себя аналогичные обязательства по безопасности. Это позитивно. Это также необходимо. За ними последуют другие. И этими обязательствами мы посылаем очень четкий сигнал международному сообществу и недвусмысленный сигнал о том, что мы полностью поддерживаем Украину, в том числе и в долгосрочной перспективе. В ЮНИСЕФ ко второй годовщине российского вторжения рассказали о том, как война повлияла на украинских детей. Итак, из-за обстрелов дети провели от 3 до 5 тысяч часов в подвалах и других укрытиях. Это от 4 до 7 месяцев. У 50% подростков диагностированы расстройства сна, и 20% из них, вероятно, имеют посттравматический синдром.
Путин сильно просчитался, напав на Украину, заявил американский президент Байден. Накануне он объявил о новых санкциях против России не только из-за войны против Украины, но и из-за смерти в колонии Алексея Навального. Санкции будут нацелены на лиц, связанных с тюремным заключением Навального, а также на российский финансовый сектор, оборонно-промышленную базу, закупочные сети и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах. Мы также вводим новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, покрывающих скрытую поддержку российской военной машины. Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России. В четверг, напомню, Байден встречался с Юлией и Дашей Навальной, выражал им слова поддержки. Тем временем в Следственный комитет России продолжают поступать обращения с требованием выдать тело политика семье. И таких обращений уже как минимум 100 тысяч. Требуют того же и российские и белорусские знаменитости. Я хочу обратиться не только к Кремлю. Я хочу просить всех людей, всех нас. Говорите, что надо отдать тело матери, отдать жене, детям. У мертвых тоже есть права. Они хотят умереть среди близких людей. Несмотря на все эти призывы, семье Навального поставили ультиматум: либо идут на соглашение со Следственным комитетом, либо Навального хоронят в колонии. Следователь, который вообще не имеет никакого отношения к похоронам, к тому, где, как, когда хоронить человека, он ставит матери убитого ребенка условия, как они выдадут тело, и что если, значит, она не согласится в течение 3 часов, они реально как террористы, они дают прям срок, при котором мать должна согласиться, значит, если в течение 3 часов либо Алексей будет похоронен где-то в колонии, непонятно как, ну, то есть буквально просто не отдадут тело, либо она согласна на тайные похороны. Я не знаю, какими словами это можно назвать. Я не могу представить, чтобы в России нашелся хоть один человек, который искренне скажет, что он считает, что тело Алексея не нужно отдавать матери, и что то, что происходит, нормально. Я не верю, что такие люди существуют. И поэтому мне кажется, что единственное, что все должны сейчас сделать, это везде говорить об этом и рассказывать о том, до какого запредельного чувства мерзости и подлости может дойти Путин. Команда Навального пообещала заплатить 20 тысяч евро, а также организовать выезд из страны тем, кто даст ценную и полную информацию об убийстве Навального и его исполнителях. Кроме того, о борьбе с путинским режимом, выборе россиян и о том, что ждет российскую оппозицию после убийства Алексея, об этом говорят в эти дни в Вильнюсе, где проходит 12-й форум «Свободной России». Очень похоже на то, что вдова Навального, Юлия, в общем, сможет объединить оппозицию, во всяком случае выступить в качестве лидера российской оппозиции, что на самом деле для оппозиционных групп за границей России очень важно. И еще одна смерть, связанная с исполнительной колонией номер 3, но на этот раз в Беларуси. На 48-м году жизни внезапно умер бывший начальник Витебской колонии Алексей Старовойтов. То ли от оторвавшегося тромба, то ли по другим причинам, неясно. Одно известно, часть своей жизни он посвятил унижению других. Начинал свою карьеру в этом учреждении еще в 1998 году, тогда был просто контролером, позже инструктором по боевой и физподготовке и дослужился до начальника. Просидел в кресле главного 5 лет. Во время его службы умер политзаключенный Николай Климович, который попал за решетку из-за карикатуры на Лукашенко и несмотря на то, что имел инвалидность. Стоит сказать, белорусский режим борется еще и с теми, кто выступает против войны. По данным правозащитного центра «Весна», за последние 2 года по меньшей мере 1630 белорусов были задержаны за антивоенную позицию. С началом полномасштабного вторжения России в Украину белорусы активно проявляют антивоенную позицию, устраивают марши и пикеты, портят железнодорожное оборудование, чтобы замедлить движение российской военной техники, подрывают российские военные самолеты и помогают в информационной войне, воюют на стороне Украины. В нашей стране до сих пор преследуют за открытую поддержку Украины и подвергают административному аресту. Польская полиция занялась фермерами, которые в очередной раз устроили провокации на границе. Накануне они рассыпали украинский рапс из вагона. Кстати, уже не сладко поляку, который во вторник просил Путина о помощи.
Ему придется отвечать за подстрекательство к агрессивной войне против Польши и пропаганде коммунистической идеологии. Тем временем Варшава дает понять, что может ввести новые ограничения на границе. Об этом сказал Дональд Туск на встрече с Урсулой фон дер Ляйен, которая в свою очередь заявила, что Еврокомиссия разблокирует 137 миллиардов евро для Польши. Эти деньги были заморожены из-за действий предыдущей власти. Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что готова обсудить с протестующими фермерами конкретные дальнейшие шаги, чтобы им стало легче. Я нахожусь в постоянном контакте с нашими украинскими партнерами. Должен признать, что при необходимости в ближайшие дни мы будем также принимать решения относительно эффективного контроля на нашей границе. Jeśli będzie trzeba, to w najbliższych dniach będziemy podejmowali też kolejne decyzje dotyczące efektywnej kontroli. Когда речь идет о продукции, поступающей в Европейский Союз и Польшу. Урсула фон дер Ляйен напомнила и Туску, и другим, что Украина борется 2 года не только за свою страну, но и за соседей, и призвала поддерживать Киев, а не ставить палки в колеса. Исполняется 2 года с тех пор, как Россия вторглась в мирную соседнюю Украину. Мы поддерживаем их в их храброй борьбе. Я уверена, что мы сможем справиться с последствиями этой войны и с теми последствиями, которые эта война имеет в Европе, потому что украинцы борются за свое верховенство закона против права силы, за демократию и свободу против тирании. Они сражаются за наши ценности и нашу безопасность. О ценностях и безопасности вновь говорят в России. Там придумали, кого они еще могут защитить и спасти. Теперь не жители Донбасса и русскоязычное население взялись за Запад. Говорят, что там много иностранцев, чьи традиционные ценности сейчас ущемлены. И если им тесно во всех смыслах в загнивающей Европе, то добро пожаловать в Россию. Церковь не против. Говорят, что в России свобода мысли, слова и вероисповедания. Дышать смогут на полную. Ввиду этого часть из них, иностранцев, рассматривает возможность переезда в Россию или другие страны, где идеологическое давление не столь сильно, как в современных западных странах. По-видимому, за традиционными ценностями России очень соскучился и тиктокер Милохин. Он внезапно появился в эфире пропагандистского канала и заявил, что не прочь вернуться, но боится, что в этой традиционной стране, где ценят свободу слова, выбора и так далее, с ним что-то да сделают. Поэтому ему нужны гарантии. Так блогер намекает иностранцам, что в этой стране их могут или им могут ущемить что угодно. Не хочешь ли ты вернуться в Россию в ближайшее время? Я бы с удовольствием. Но что держит? Лишь, знаете, страх. То есть страх, что могут как-то меня задержать, куда-то отправить, что-то, не знаю, проблемы со влетом и с вылетом. Вот это вот меня беспокоит. Но, честно скажу, мысли появляются, и скоро вы меня ожидайте, я вернусь. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.